Давайте сегодня поговорим об инструменте, который, по-настоящему меняет правила игры в создании ИИ-арта. Приготовьтесь заглянуть под капот и, по сути, собрать свой собственный генератор изображений с нуля. Смотрите, большинство ИИ-инструментов, к которым мы привыкли, работают как торговый автомат. Вводим запрос, получаем результат. Что там происходит внутри — загадка, а контроль у нас минимальный. Comf.UI же задает совершенно другой вопрос. А что, если вместо этого автомата нам дадут целый конструктор, набор деталей, из которых можно собрать свою собственную машину для создания изображений? И это, пожалуй, лучшая аналогия для Comf.UI. Это не просто программа с набором кнопок. Это скорее такое рабочее пространство, чистый холст, где каждая функция — это отдельный блок, отдельный кубик. И эти блоки можно соединять как угодно, в любой последовательности, создавая совершенно уникальные цепочки команд. И именно они и ведут к финальному изображению. Итак, что же это за среда такая? Давайте разберемся. Это, по сути, принципиально новый подход к работе с нейросетями. Подход, где мы перестаем быть просто пользователем и становимся настоящим архитектором всего творческого процесса. Все дело именно в этой модульной или узловой системе. Вместо того, чтобы просить некий черный ящик сделать нам картинку, здесь мы можем сами выстроить весь путь, от самой первой идеи до последнего пикселя. Каждый шаг виден, каждый параметр можно подкрутить. Это дает не просто контроль, это дает полную свободу для экспериментов. И чтобы понять, как все это работает, нужно познакомиться всего с двумя ключевыми понятиями. Это та самая основа, те самые кубики, из которых строится абсолютно все в Comf.UI. Итак, первый кирпичик — это узел, или, как его еще называют, нода. Это, скажем так, минимальная рабочая единица. Один узел отвечает за загрузку нейросетевой модели, другой принимает наш текстовый запрос, третий создает пустое полотно для будущего изображения. То есть каждый узел — это как отдельный специалист на сборочной линии, который выполняет одну единственную очень конкретную операцию. А вот когда мы начинаем соединять эти узлы друг с другом, у нас получается рабочий процесс, или workflow. И вот тут-то и начинается настоящая магия. Ведь сам workflow становится частью творчества. Можно собрать простую, быструю цепочку для одной задачи, а можно сложнейшую, многоэтапную систему для другой. И двух одинаковых процессов, скорее всего, просто не будет. А теперь давайте посмотрим на практике, как эти блоки складываются в самую классическую задачу генерации картинки по текстовому описанию. Это поможет уловить саму логику процесса. По сути, весь процесс — это такое путешествие данных. Наш текст сначала превращается в набор цифр, потом в некий абстрактный шум, который затем, шаг за шагом, начинает обретать форму и, наконец, становится тем изображением, которое мы видим на экране. Смотрите, как это работает, если совсем просто. Сначала наш текст кодируется, то есть переводится на язык, который нейросеть может понять. Затем создается так называемое латентное изображение. Это еще не картинка в нашем понимании, а скорее карта потенциальных возможностей. После этого в дело вступает главный художник системы, узел кейсемплер. Он, опираясь на подсказку из текста, шаг за шагом проявляет на этой карте детали. И в самом конце ИИ-декодер берет эту сложную структуру данных и конвертирует ее в привычный нам файл JPEG или PNG. А вот теперь начинается самое интересное. Ведь если каждый этап — это отдельный узел, это значит, что мы можем вмешаться в эту цепочку в абсолютно любой момент. Эта таблица отлично показывает разницу в самой философии. Стандартные инструменты — это черный ящик. Они дают результат, но скрывают процесс. Comf.UI, наоборот, делает сам процесс главным событием. Хочется посмотреть, как другая нейросетевая модель справится с тем же запросом. Пожалуйста, просто меняем один узел. А что будет, если пропустить какой-то этап обработки? Просто отключаем узел. Это абсолютная свобода для исследований. И на практике это открывает просто невероятные возможности. Можно, например, направить данные с одного текстового запроса сразу на две разные модели, а потом смешать их результаты, чтобы получить какой-то гибридный, невиданный ранее стиль. Или создать workflow, который сначала генерирует персонажа, а потом автоматически вписывает его в отдельно сгенерированный фон. Границы здесь устанавливает только воображение. Так что же все это значит в глобальном смысле? Comf.UI — это ведь не просто еще один генератор картинок. Нет, это симптом куда более крупного сдвига. И вот это ключевой вывод. Происходит, если хотите, демистификация искусственного интеллекта. Из какой-то магической сущности он превращается в набор понятных управляемых инструментов. ИИ перестает быть автором, а становится послушной и невероятно мощной кистью в руках художника. И в итоге все сводится к одному этому вопросу. Когда технические ограничения почти исчезают, на передний план выходит чистое творчество.
Какие новые визуальные языки, какие немыслимые миры могут родиться, когда единственный предел — это сама идея. Кажется, совсем скоро мы это увидим.